Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 25 тайн мира, которые наука пока не может объяснить. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Древние и современные тайны собора Парижской Богоматери. Когда 6 лет назад серьезный пожар чуть не разрушил древний готический собор, многие усмотрели в этом предзнаменование. Ведь все время существования Нотр-Дам-де-Пари вокруг него ходят слухи, некоторые из которых нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Дьявол на пороге. Мистика начинается, что называется, со входа. В соответствии с легендой, во Франции в VIII веке жил талантливый кузнец Бескорни, которому и поручено было изготовить для Нотр-Дама двери. Несмотря на талант, молодой мастер был напуган такой ответственностью и заключил с сатаной сделку. Тот не обманул, Бескорни сотворил настоящий шедевр, но расплатился за него собственной душой. После завершения работ рядом с дверью был обнаружен бесчувственный кузнец. А вход невозможно было открыть. Кто-то из церковников догадался окропить дверь святой водой, после чего та поддалась. Это якобы спасло и кузнеца. По менее оптимистичной версии, ему все же пришлось заплатить. И Бескорни вскоре скончался. Свидетельство существования философского камня. В 20 веке распространилась легенда, в соответствии с которой все тайные знания, принадлежащие алхимикам древности, спрятаны в величайших соборах мира и каждый день буквально мозолят глаза священнослужителей и прихожан. На колонне у входа в Нотр-Дам имеется изображение женщины у лестницы, состоящей из 9 ступеней, лестницы философов. Барельефы на крыльце – это алхимические процессы. Теорию подтверждает изображение алхимика, защищающего особую печь, и женщины с изображением саламандры, символа огня. И, наконец, венцом этой алхимической теории ее последователи называют старика на северной башне собора. Правда, создатель скульптуры, архитектор Виоли Ледюк, установивший ее в XIX веке во время реставрационных работ, вероятнее всего заложил в нее иной смысл, сделав олицетворением агосфера, вечного жида, который обречен блуждать по миру вплоть до второго пришествия. Основа основ из глубин веков. Даже фундамент собора непростой. Изначально на этом месте располагался языческий храм Юпитера. А еще раньше – древнее святилище кельтов. Отдельные фрагменты храма, в том числе элементы алтаря, обнаружили во время перестройки в 1710 году. Есть версия, что именно камни из алтаря Юпитера были использованы для возведения фундамента. Но точных фактов, подтверждающих это предположение, нет, поскольку после древних святилищ до Нотр-Дама на этом месте успели постоять и разрушиться 4 христианских церкви. Не исключено, что в них действительно использовались элементы более ранних архитектурных конструкций. Живые горгульи. Настоящим украшением, загадочным и таинственным, считаются горгульи, венчающие водоотводы. Казалось бы, это просто элемент декора. Статуи – это своего рода обереги, зорко следящие, чтобы к собору не приближалось зло. Считается, что образ горгульи появился в VII веке. По легенде, руанский епископ Роман сумел победить огнедышащее чудовище, которое звалось горгульей. Останки дракона сожгли, но пламя пощадило голову и шею чудища. И их было решено прибить на здании церкви в назидание другим исчадиям зла, что их ожидает, если они приблизятся. Так и повелось, что образ этих созданий стали применять для украшения. Многие верят, что если настанет необходимость, то горгульи оживут, чтобы сразиться с силами зла. Неупокоенный аристократ. После пожара во время реставрационных работ под полом был обнаружен загадочный свинцовый саркофаг, а также несколько других захоронений. Судя по месту и стилю захоронения, в нем может находиться какой-то представитель элиты своей эпохи.
В настоящее время решается вопрос вскрытия саркофага и исследования содержащихся в нем останков. Судя по результатам эндоскопических исследований, внутри точно есть растительные остатки, фрагменты костей, волос и другие органические и неорганические вещества. Вероятно, саркофаг – это далеко не последняя из тайн собора. И сколько еще загадок таит в себе Нотр-Дам, можно только предполагать. 2. Камень из Южной Кореи является излучателем неизвестной энергии. Удивительный мегалит из Южной Кореи Сакгён обладает невыясненным наукой излучением. Как оно работает? Люди подходят к камню и прикладывают к нему ладони. Через 2 минуты медленно отходят. В этот момент они ощущают невероятное облегчение, воодушевление и самый настоящий прилив сил. Местные монахи и исследователи всерьез заявляют, что этот мегалит способен исцелить неизлечимого и придать силы даже столетним старцам. Кстати, совершенно неизвестно, кто и когда создал надписи на камне и, так сказать, зарядил энергией. Ученые проводили исследования и не смогли ни одним аппаратом уловить загадочное излучение, которое помогает людям. При этом прошедшие обряд обмена энергий были исследованы сразу после манипуляции с камнем. Выяснилось, что у всех нормализовалось давление, установилось ровное сердцебиение и дыхание. Самое удивительное, усиливается работа рецепторов. Люди начинают слышать звуки, которые в обычной жизни пропустили бы мимо ушей, улучшается зрение и обоняние. Но эффект уменьшается уже через 5-6 часов и полностью пропадает через 2-3 дня. Корейский исследователь считает, что данный камень излучает энергию ЦИ. Другими словами, он обладает биоизлучением здорового человека. Оказавшись в нем, энергетическая оболочка людей перестраивается на нормальную работу. Органы, ткани и системы при этом начинают выполнять свои функции правильно. Но почему ученые не смогли уловить его никакими приборами? Очень просто. Объясню на примере интернета. Вы видите его на улице или дома? Нет, и без специального прибора или аппарата вы бы даже не знали, что такое есть. Так и тут. Не придумано еще технологическое средство, способное уловить биоизлучение ЦИ. 3. У древних мегалитических построек очень много схожих элементов. Непонятные вставки между огромными блоками являются одной из отличительных качеств технологий неизвестных древних строителей. Сравните фотографии из Египта и Перу. Официальные историки такие моменты стараются не затрагивать, ибо это может повлечь за собой много вопросов и большие проблемы. Намного легче сказать, что все это сделали римляне, греки, египтяне или инки, но почему-то никто на официальном уровне не хочет заметить элементарное сходство технологий, которые нельзя объяснить иначе, кроме как едиными строителями. Но тогда привычная история начнет трещать по швам, а значит, такие темы затрагивать нежелательно. 4. Существовала ли одна глобальная цивилизация? В 1930-х годах обнаружили великолепно сделанную статую из песчаника посреди гватемальских джунглей, удлиненный череп, тонкие черты лица и другое. Лицо, вырезанное на камне, не похоже на черты майя или другого народа, населявшего земли в доиспанский период, так как населявший территории народ был, так сказать, законсервирован на своем месте обитания. Они не могли знать и догадываться о других формах лица и анатомии. Но подобные головы найдены на острове Пасха. Так кто же к кому плавал, чтобы строить схожие фигуры? 5. Загадочная статуя из Акапулько. 20 мая 2024 года в службу 911 города Акапулько, Мексика, поступил звонок от дорожных рабочих, которые расчищали дренажный канал. Дело в том, что рабочие обнаружили в грязи на дне канала большую каменную статую с изображением странного существа с человеческим черепом в руке, у которого были большие миндалевидные глаза, как у инопланетян. Фото этой находки быстро попали в местные соцсети и тут же стали вирусными, а слухи о том,
что нашли доказательства контактов древних индейцев с внеземными существами, стали плодиться как грибы после дождя. Статую доставили в местный институт антропологии, чтобы они изучили ее и определили, древняя ли она и к какой из культур относится. Через несколько дней исследователи заявили, что статуя вырезана из вулканического туфа и на ней, вероятно, изображен пернатый змей, и заявили, что этот артефакт выходит за рамки доиспанского контекста, и потому статуя не может считаться археологическим культурным наследием, так как не соответствует необходимым критериям. Это довольно туманное объяснение, и непонятно, были ли попытки датировать статую по всем правилам науки, или выводы ученых были основаны лишь на догмах вроде «пришельцев не существует, поэтому данный предмет подделка». На основании всего этого мексиканские журналисты посчитали, что загадочная находка, вероятнее всего, представляет собой современную поделку на тему древнего инопланетного контакта. Таких скульптур, подражающих стилю доколумбовых культур Мезоамерики, в самом деле создается очень много, и их в изобилии продают в магазинах для туристов. Правда, в основном такие фальшивки сделаны из гипса, а не реального камня, так что кто знает. Может быть, это в самом деле был настоящий артефакт древних индейцев. Где же сейчас находится эта статуя, в СМИ не указано, но вероятнее всего осталась в Институте антропологии. 6. В XII веке султан Аль-Азиз Усман пытался снести великие пирамиды в Гизе, начав с самой маленькой пирамиды Микерина. Однако пирамида, построенная за тысячи лет до этого, оказалась настолько прочной, что рабочие за целый день могли оторвать от нее всего 1-2 камня. Камни, падая, зарывались в песок, откуда их было сложно достать, а для перевозки их требовалось раскалывать на несколько частей. Через 8 месяцев султану пришлось отказаться от своей идеи. Пирамиде за это время был причинен незначительный ущерб в виде вертикальной раны на ее северной грани. 7. Загадка петроглифа на Южном Урале, похожего на изображение Плато Наска. Петроглиф в форме птицы, расположенный на скале Слон около озера Якты-Куль, Банная, на Южном Урале, согласно официальной датировке, был создан 5000 лет назад. Петроглиф изображает птицу, выполненную простыми линиями, вырезанными на поверхности камня. Интересно, что на плато Наска есть очень похожий рисунок, выполненный в таком же стиле. Каким образом те, кто рисовал эту птицу, предположительно образ кондора, в Перу и на Южном Урале, изобразили ее в одинаковой стилистике? 8. Загадки терракотовой армии китайского императора Цинь Шихуанди. Терракотовая армия вызывает массу вопросов у ее исследователей. Пожалуй, самый главный из них – это технология изготовления скульптур. В ходе исследования было выяснено, что сначала глиняной скульптуре придавалась нужная форма, а затем ее обжигали. После обжига воинов покрывали глазурью и красили. Но печей для обжига глины не было найдено поблизости. Кроме того, для производства такого огромного количества статуй потребовалась бы не одна печь, а целый производственный комплекс. Такой уровень развития не соответствует уровню китайской цивилизации того времени. Другой вопрос, который не дает покоя исследователям, это бронзовое оружие, которым снабжены воины. Все металлические предметы покрыты специальным антикоррозийным сплавом, содержащим хром. Но такой способ обработки металлов был разработан не более 100 лет назад. Откуда древним китайцам была известна столь передовая технология? К тому же вызывает сомнение и сам факт изготовления оружия. Более 10 тысяч единиц оружия высочайшего качества невозможно выполнить кустарным способом. Третий момент – это потрясающее великолепие колесниц. Их оформление и украшение выполнено мастерами высочайшего уровня, существование которых также не вписывается в те временные рамки. Богато украшенные драгоценными металлами, растительными и животными мотивами, выполненными с величайшей точностью колесницы, являются выдающимися произведениями искусства.
9. Ученые рассчитали дату возможного столкновения астероида с Луной. Астероид под названием UIR-4 может столкнуться с естественным спутником Земли 22 декабря 2032 года. Об этом сообщили исследователи из Университета Джонса Хопкинса, ссылаясь на данные, полученные из космического телескопа Джеймс Уэбб. Доктор Эндрю Ривкин отметил, что на данный момент вероятность удара составляет около 4%, но она способна вырасти до 30%, если наблюдения подтвердят текущие расчеты. По оценкам специалистов, космическое тело размером примерно 67 метров способно оставить на лунной поверхности кратер диаметром до километра, а разлетающиеся осколки от удара теоретически могут долететь и до нашей планеты. Сейчас астероид временно недоступен для наблюдений с Земли. Ученые рассчитывают вновь зафиксировать его с помощью телескопа Джеймс Уэбб только в феврале 2026 года. После чего он снова скроется из поля зрения до 2028 года. Ривкин подчеркнул, что у специалистов осталось не так много времени для уточнения орбиты и детального просчета всех рисков предстоящего сближения. 10. В Норвегии нашли древнейшую местную книгу. На одной из ферм Норвегии специалисты обнаружили средневековую рукопись, которую можно по праву считать одной из самых ценных находок последних десятилетий. По оценкам ученых, ее создали в XIII веке, и она является древнейшей книгой страны. Небольшая книга, переплетенная в шкуру тюленя и написанная на пергаменте из телячьей кожи, долгие века хранилась на ферме в Бергене. Когда-то она принадлежала монастырю на западном побережье страны. Теперь артефакт находится в Национальной библиотеке Норвегии. Консерватор Киара Паландри I поняла, что перед ней нечто особенное. «Я никогда раньше не видела подобного переплета». По ее предварительной оценке, книга, получившая название «Рукопись Хагенес», датируется XIII веком. Книга содержит религиозные песнопения на латыни, написанные рукой местного писца. Судя по почерку и относительно простому оформлению, это был не парадный манускрипт, а практическое издание, которое священник или певчий использовал во время службы. 11. Ученый на страже оккультизма, как философ защищал интересы нечистой силы. Английский философ Джозеф Гленвилл 1636–1680 прожил недолгую, но насыщенную жизнь, в течение которой, помимо своего основного направления деятельности, старательно отстаивал право паранормальных явлений на их существование. Джозеф занимался изучением странных явлений, шумных домов, которые сегодня называют словом более привычным «полтергейст». В мае 1662 года в семье мирового судьи Джона Момпессона из английского городка Тедворта началось твориться нечто, что привлекло внимание не только людей увлеченных, но и широкой общественности, и даже самого короля. Гленвилл прибыл к ним через несколько месяцев. И вот как исследователь описал увиденное. «При мне это досаждало детям как раз в то время, когда они ложились спать. Поднимаясь по лестнице, я слышал какое-то странное поскребывание, а когда мы вошли в комнату, заметил, что это было как раз позади валика, подкладываемого под подушки детской кровати. Царапание было такое сильное, какое только возможно сделать длинными когтями. В кровати лежали две маленькие скромные девочки, примерно 7 и 11 лет. Я видел их ручки, лежавшие поверх одеял, так что они никак не могли издавать звуки, которые слышались за их головами. Так как мне сказали, что он может подражать всякого рода звукам, то я ради опыта попробовал поцарапать несколько раз по простыне. 5, 7, 10 раз подряд, и все это было воспроизведено с остановкой после каждого повтора. Я осматривал под кроватью и позади, поднимал одеяло и простыни, ощупывал валик, обстукивал стену за кроватью, словом. Я проделал все возможное, чтобы только убедиться, не было ли тут какой-нибудь подделки или естественной причины.
То же самое сделал и мой коллега, но мы ничего не могли обнаружить. После царапания, которое продолжалось около получаса или более, это перешло в середину постели, под детей. И тут стало пыхтеть очень громко, подобно запыхавшейся собаке. Я положил руку на это место и почувствовал, что постель приподнимается к моей руке, как если бы кто-нибудь изнутри подталкивал ее. Это пыхтение было до того сильно, что производило весьма заметное сотрясение комнаты и окон. В то время, как слышалось пыхтение, я случайно увидел, что в холщовом мешке, висевшем у другой кровати, как будто что-то шевелится. Думая, что это крыса или мышь, я схватил мешок одной рукой за верхний конец, а другой прощупал его сверху донизу, но ровно ничего не нашел. Поблизости никто не стоял, так что шевелить мешок было некому, да если бы и было кому, то во всяком случае никто не мог бы произвести именно такого рода движение, которое, казалось, происходило изнутри, как бы от шевеления какого-нибудь живого существа. Призрачный барабанщик из Тедворта. Гленвилл успел написать несколько книг, посвященных теме паранормальных явлений. Но свой главный труд «Побежденное саддукейство» о привидениях, ведьмах и прочих необъяснимых вещах он не успел издать при жизни. Однако это сделали единомышленники и друзья, сплотившиеся вокруг этого неординарного человека. В ней он детально описывает 8 случаев колдовства, 13 призраков и привидений и столько же пресловутых беспокойных домов, то есть полтергейстов. В 1662 году в том же Тедворте Гленвилл изучал явление, описанное им как «тедвортский барабанщик». Местный судья взял под арест отставного солдата Вильяма Друри, который промышлял подделкой документов и клянчил на улицах деньги у прохожих. При аресте у парня был конфискован барабан, в который Друри бил, привлекая к себе внимание, когда просил денег. Его выдворили за пределы округа. И практически сразу в доме судьи начала твориться всякая чертовщина, раздавались несмолкающие удары барабана. В воздух поднимались разные предметы, и даже дети, содержимое ночных горшков, оказывалось вылитым в кровать. А у одной из лошадей на конюшне оказалась втиснута в рот задняя нога. Философ спокойно пробыл в доме судьи 5 дней, слушая нескончаемую дробь, тщательно записал все происходившее, в том числе показания всех домочадцев и прислуги. И дождался членов королевской комиссии, к приезду которых уже все прекратилось. Полтергейст активно себя проявлял в Европе и в следующем веке. В 1717 году он терроризировал семью священника Самуэля Весли. В 1721 году разбушевался в доме известного востоковеда профессора Шупорта, швырялся разными предметами и камнями весом до 4 килограммов. Одна из самых долгих вспышек камнешвыряния случилась в Амьене в 1746 году и длилась с перерывами почти 14 лет. Известной стала и вспышка в 1762 году в Кок-Лейне. В семье Ричарда Парсона все слышали стуки, царапанье, видели фигуру без рук, плотно обернутую в саван, но в любом случае своего рода первооткрывателем направления, охотником за привидениями того времени стал именно Джозеф Гленвилл, бывший блестящим ученым и веривший при этом в загадочное и неведомое. А вам доводилось сталкиваться с чем-то подобным? 12. По мнению ученых, 5% появления НЛО объяснить невозможно. В начале 90-х годов в СМИ был настоящий бум. Чуть ли не каждую неделю россияне сообщали о появлении подозрительных объектов в небе. Руководитель Иркутского отделения космопоиска, кандидат технических наук Никита Томин рассказал, что 95% появления НЛО объяснить можно, но оставшиеся 5% невозможно научно обосновать. Так есть ли во Вселенной другие формы жизни и пытаются ли они с нами контактировать? 1 марта 2011 года жители Иркутской области рассказали, что небосвод озарился вспышкой, а после раздались раскаты грома и даже небольшое сотрясение. Около 10 вечера на горизонте появлялись светящиеся объекты, которые медленно двигались и пропадали, рассказывает уфолог Никита Томин.
Местные снимали их на телефон и присылали нам. НЛО появлялись почти каждый вечер на протяжении месяца. Мы приехали в Осу и тоже увидели на темном небе это зрелище. Оно производило мощное впечатление. Многие жители были напуганы, еще и пресса нагоняла страху заголовками «Пришельцы нападают на Иркутскую область». Но оказалось, что неподалеку есть воинская часть, где тогда испытывали сигнально-осветительные ракеты особого типа. Их запускают в небо, они освещают местность как крупный фейерверк, а потом медленно садятся. Издалека смотрятся как множество движущихся огней. Никита Томин отметил, что 95% случаев опровергаются, но 5% все же не поддаются объяснению. 24 августа 2011 в небе над Братском заметили быстро передвигающуюся точку. По счастливой случайности объект попал в объектив профессионального фотографа, который снимал панораму неба на длинной выдержке. На основе этих данных мы посчитали скорость НЛО, получилось 10 км в секунду. Так быстро техника гражданской или военной авиации передвигаться не может, рассказал Томин. Ученый рассказал еще одну любопытную историю, где сам стал очевидцем необъяснимых явлений. Лет 20 назад мы были в экспедиции в Тайшетском районе Иркутской области, в селе Бузыканово. Оттуда сообщали, что местные жители видят какие-то явления в небе, хрономиражи. Например, 3 или 4 мужиков поздно вечером шли по дороге с Деляны, где рубили лес. И вдруг мимо них по дороге проехала повозка с парой лошадей и возничим в костюме XIX века. Она обгоняла их несколько раз. Они были настолько ошарашены, что даже не попытались ее остановить. Говорили, что им внезапно стало очень страшно. Мы прибыли, разбили лагерь в том месте. Дежурили несколько ночей и действительно фиксировали некие объекты. Для меня это был первый случай необъяснимых явлений. Объект появлялся в небе, зависал над нами, ослепив ярким светло-зеленым цветом, а после резко улетал в сторону. Из-за яркого слепящего света мы никак не могли разглядеть сам объект. Пытались фотографировать на пленку, но пленка оказалась засвеченной. Поначалу мы сомневались в показаниях местных жителей. Полагали, что сочиняют или принимают за НЛО спутники. Там большинство очевидцев или пьют, или запрещенное растение курят. Но когда увидели сами, очень удивились. Очевидцы и контактеры. Как и следовало полагать, среди очевидцев встречается много неадекватов. Чаще всего это бывают одержимые фанатики, которые принимают за НЛО любую вспышку света. Уфологи перед тем, как зафиксировать сообщение, беседуют с очевидцем. Томин объяснил, как выявить разумного человека, который действительно видел нечто необъяснимое. Первое, человек никогда не интересовался НЛО. Второе, явление НЛО стало для него настолько неожиданным событием, что остается самым ярким и неизгладимым впечатлением на всю жизнь. Третье, он опасается рассказывать об этом, чтобы за дурачка не сочли. Четвертое, если у одного явления сразу несколько адекватных очевидцев и никто из них не может объяснить увиденное, то это скорее всего инопланетный объект. Как проверяют поступающую информацию? Как и следовало ожидать, поступающую информацию тщательно проверяют. Очевидца опрашивает психолог, если есть снимки, их проверяют на монтаж. Вместе с этим, рассказы о НЛО сверяют с графиком движения спутников и МКС, которые чаще всего принимают за НЛО. Был такой интересный случай. Нам сообщили, что в районе Саган-Заба, западный берег Байкала, на поле появились идеально ровные круги, малый круг, а вокруг него несколько побольше. Мы поехали туда с местным жителем, который рассказал, что скорее всего прилетали инопланетяне, и от их тарелок остались такие следы. На месте мы действительно обнаружили эту странность. Тогда не было дронов, поэтому как могли сделали фотографии сбоку. Круги идеально ровные. Взяли на анализ образцы травы и почвы, отдали их в научный институт. Там ученые выяснили, что причина кругов грибок микориза.
Это паразитирующий грибок микориза, который подселяется в корневую систему растений и разрастается радиально. Трава чуть жухнет и ложится кругами, внешне это выглядит эффектно. 13. Правдоподобная история о воспоминаниях из прошлой жизни. Джеймс Ленингер – обычный парень, родившийся в 1998 году. И так бы и был он обычным, если бы в 2-летнем возрасте с малышом не стали происходить странные вещи, которым сложно найти рациональное объяснение. Мальчишка с пеленок был неравнодушен к самолетикам, обожал их и просил родителей покупать именно маленькие крылатые машины. Жемчужиной игровой коллекции Джеймса был игрушечный самолет с педалями, в котором можно было ездить, представляя взлет. Однажды мама обратила его внимание на бомбочки, висящие на самолете. Но малыш поправил ее, уточнив, что это топливные баки. Откуда такой маленький ребенок мог знать про топливные баки? Семья планировала переезд, перед которым отец повел Джеймса в музей авиации. Малыш пришел в такой неописуемый восторг, что выводить его пришлось практически со скандалом. Ребенок требовал ежедневно включать диск с авиашоу, который для него купили в музее, и наслаждался зрелищем. Узнававшие о таком увлечении ребенка люди были уверены, что в семье есть военные. И мальчику передалась эта страсть по наследству. Но таковых не имелось. В возрасте 4-5 лет у Джеймса начались выматывающие ночные кошмары. Он будил криками родителей. А когда они прибегали в комнату сына, то неизменно заставали его в одной и той же позе. Он лежал на спине, пытаясь ногами оттолкнуть от себя что-то невидимое. На вопрос, что ему снилось, Джеймс неизменно отвечал одно и то же: летел на самолете, упал, горел, не могу выбраться. Бабушка малыша, человек религиозный, заговорила о реинкарнации, подчеркнув, что в возрасте с 2 до 5 лет дети очень восприимчивы. Поскольку уже не там, но еще и не полностью здесь, отец скептически отнесся к этой идее. Но решил поговорить с Джеймсом о самолетах. И был поражен информированностью, а также тем, что мальчик твердил, что его самолет сбили японцы. Откуда он мог знать такие подробности о войне в столь юном возрасте? Более того, он назвал имена членов своего экипажа и, играя с солдатиками, называл тех Джеком и Уолтером. Мальчик вспомнил и то, как назывался самолет «Корсар», и то, что у него нередко сдувались шины. Как ребенок вообще мог выдумывать такие подробности? Бабушка продолжала настаивать на реинкарнации. А отец, Брюс, продолжал отметать эту версию как невероятную. Он вел долгие беседы с сыном, скрупулезно проверяя каждый ответ. В итоге все технические подробности, озвученные мальчиком, оказались верны. Начиная с различных элементов полетов и прозвищ боевых самолетов до места последней битвы в 1945 году, которое мальчик узнал по фотографии. Свои рисунки мальчик снабжал подписью «Я третий Джеймс». Почему третий? О возможности реинкарнации к тому моменту стала задумываться и мать, Андреа, считая, что душа погибшего летчика выбрала именно ее сына, чтобы возродиться заново. Отец продолжал проверки. И нашел человека по имени Джек Ларсон, друга таинственного летчика. Ветеран был жив и подтвердил Брюсу все озвученные ребенком детали. Он рассказал, что Джеймс Хьюстон-младший, второй, был единственным, кто погиб в той миссии. Скептицизм Брюса практически истаял, когда нашли сестру погибшего летчика, Энни. Мальчик поговорил с женщиной по телефону и выдал некоторые вещи, которые могли знать только члены семьи. Пожилая дама поверила в возможность переселения душ и в то, что в малыше возродилась душа ее брата. История получила освещение в СМИ. Одни в нее категорически не поверили, утверждая, что отправной точкой стало посещение музея авиации. После чего родители уже искусственно культивировали историю с целью привлечения внимания. Другие, в частности психотерапевт Кэрол Бауман, подтверждали возможность переселения души. А яркие воспоминания объясняли тем, что они проявляются после тяжелой неестественной смерти.
Душу настолько пропитывает травма, что она не в состоянии забыть о ней даже в новом воплощении. Сейчас Джеймс уже не мальчик, а молодой мужчина, который несколько тяготится славой, обрушившейся после публикации книги о нем, что написали родители, а также фильма, фрагменты которого можно встретить в сети. Кошмары его перестали мучить после того, как он съездил на место гибели летчика, прочел молитву и спустил на воду венок и цветы. А как вы считаете, была ли история Джеймса случаем переселения души на самом деле? Или это тщательно продуманная родителями мистификация? 14. Почему число 12 в разных культурах считается сакральным и магическим? Почему 12 считалось особенным числом у египтян, греков, римлян, шумеров и не только, и что за тайны оно скрывает? Может, дело в христианстве и 12 апостолах Христа? Но дюжина уже имела сакральный смысл еще до появления христианства. К слову, даже само слово «дюжина» во многих языках имеет значение «дюжий», то есть сильный, мощный, крепкий, совершенный. Если брать древнегреческую культуру, произведения которой очень символичны, то 12 встречается практически повсеместно. У того же Гомера это 12 жертвенных быков, 12 участников разведки Одиссея, 12 ног Сциллы и еще множество примеров в случае с одеянием, оружием, украшениями. Если брать более поздний символизм числа, считающегося совершенным и олицетворяющим вращающий Вселенную божественный круг, то это знаки зодиакального круга, месяцы года, часы дня и ночи и не только. Персы считали, что добро есть результат упорядоченного движения зодиакальных знаков, нарушение которого приведет к хаосу. Иудеи и представители некоторых древних восточных культур наделяют число законченностью, завершенностью, изобилием. У китайцев тоже действует 12-ричная система, знаки отличия, императорские посты и так далее. В христианстве 12 имеет неразрывную связь с образом небесного Иерусалима. Иоанн Богослов в своем откровении даже дает подробное описание мистического города. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока 3 ворот, с севера 3 ворот, с юга 3 ворот, с запада 3 ворот. Стена города имеет 12 оснований и на них имена 12 апостолов Агнца. Магия дюжины. 12 получается путем перемножения 3 и 4, которые символизируют собой движение и внутреннее духовное наполнение, стабильность и проявление внешней активности соответственно. Можно предположить, что произведение соответствует геометрическому 12-угольнику, но при этом соотносится и с окружностью, то есть любые схемы и системы, базирующиеся на замкнутом цикле, имеют свойство получаться из итогового предела 12. В таких науках, как астрономия, астрология, хронология, дюжина символизирует собой время и пространство, зону небесного воздействия и цикл времени, в связи с чем 12 и наделяется особыми свойствами. А у вас есть свое счастливое число, которое сыграло в жизни определенную роль? 15. Антенна Элтонина. Удалось ли раскрыть тайну загадочного артефакта, найденного во льдах? Странные необъяснимые предметы периодически находят все время существования человечества. И лучшие умы бьются, чтобы постичь их смысл и суть. Но это не всегда удается сделать. Как это было в случае с объектом, обнаруженным в морских глубинах неподалеку от Антарктиды. Еще каких-то полвека назад Антарктида была почти что космосом, далеким, неизведанным, прекрасным в своей притягательности. Но пытливый ум энтузиастов не мог оставить это дело просто так. И многочисленные экспедиции постепенно приоткрывали завесу тайны. Специально для этих целей в 1962 году к берегам был отправлен корабль США USNS «Элтонин». Название грузовое судно с ледокольным корпусом получило в честь звезды Элтонина, созвездия Дракона. Задачей команды стало исследование Антарктиды и вод, окружающих ее.
В конце лета 1964 года исследователи обнаружили благодаря камере странный объект на глубине около 4000 метров. Неопознанная конструкция длиной около 70 сантиметров располагалась вертикально по отношению ко дну. Узлы, спицы, выступы и верхушка в виде конуса. Что это могло быть? Очень походило на антенну. Опубликованные в газетах фото сразу привлекли внимание энтузиастов всех мастей и направлений. Находку назвали антенной Элтонина. И одной из основных версий стало ее инопланетное происхождение. Таинственная антенна. На момент обнаружения находки в ходу было несколько теорий ее происхождения. Одни считали, что предмет действительно часть обычной антенны, упавшей с корабля и затонувшей. Другие настаивали на результатах засекреченных разработок. А третьи со всей уверенностью заявляли, что это дело рук или лап, щупалец инопланетных существ. Версия биологическая была полностью отметена биологами, поскольку из-за отсутствия солнечного света на такой глубине в принципе ничего не выживет. К общему знаменателю спорщики так и не пришли. Из-за сложных условий дальше исследовать объект не вышло. Но о нем не забыли. И периодически антенна Элтонина всплывает в разного рода изданиях, специализирующихся на анализе всего неизведанного и непонятного. И хотя версия инопланетного происхождения муссировалась особенно активно, более современные исследования позволили найти подходящее и рациональное объяснение. Ученые считают, что природа объекта все же биологическая. Речь о разновидности плотоядной губки Кледархиза конкресценс. Но противники сразу же выдвинули встречный вопрос: неужели на USNS Элтонин не было морского биолога, который сразу бы идентифицировал находку? К тому же объект одиночен, тогда как губки селятся колониями. Да и форма отличается от природной, более правильная геометрически, симметричная и выверенная. Споры по этому вопросу продолжаются. Инопланетяне, тайные общества и организации, контролирующие мир, древние артефакты и прочие версии обсуждаются в узких сообществах и среди широкой аудитории, интересующейся всем таинственным и необъяснимым. Конечно, фото не слишком хорошего качества мало для подтверждения или опровержения той или иной версии. А какую версию вы считаете более реалистичной? А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 16. Предсказание будущего из медных уст. Загадка средневековых голов прорицателей. Жил-да был когда-то очень давно, аж в XIII веке, английский монах Роджер Бэкон. Но францисканец отличался от братьев по ордену выдающимися талантами и глубокими познаниями в разных областях науки. А еще Бэкону якобы удалось создать металлическую голову. Не простую, а говорящую, да еще и пророчествами. Упоминания о медных головах встречаются в рукописях различных европейских авторов, начиная с XII века. Они во многом перекликаются с восточными сказками, в которых мертвая голова или череп вещали о будущем. Конструкция была довольно простой, за исключением подвижной нижней челюсти.
Народ болтал, что в загадочных головах хранится вся информация о прошлом, настоящем и будущем. И на все вопросы металлические штуковины дают исключительно правдивые ответы. Каким образом? Возможно, демонические силы. Или плененная оракульская сущность. В истории английских королей Уильям Малмсбери описывал такую голову, которую сделал Сильвестр II, римский папа, живший в X веке. Голова давала правдивые ответы на любой вопрос, предполагающий использование «да» или «нет». И якобы даже предсказала дату смерти своего создателя. Еще одну сделал епископ Роберт Гроссетесте. Но металлический предсказатель изрек только одно пророчество и взорвался. А монах-доминиканец Альбертус Магнус пошел дальше. Он не только раздобыл у демона такую штуку, но изготовил для нее металлическое тело. Голова болтала без остановки. И однажды ученик Магнуса, небезызвестный Фома Аквинский, психанул и уничтожил ее. Но вернемся к Бэкону. Будучи человеком образованным, с мистической заточкой и верным сыном своей страны, Роджер решил защитить Англию от всех потенциальных угроз. И решил, что именно Медный Оракул должен подсказать, как можно справиться с датчанами и прочим сбродом, интересующимся родной страной. Целых 7 лет ушло на работу, но созданная голова упорно молчала, игнорируя все вопросы Создателя. Что делать? Вызванный для консультации демон якобы популярно объяснил монаху, что его создание заговорит, если накормить его непрерывным дымом от 6 самых известных простых. Речь шла о растениях, используемых в алхимии. Монах собрал нужные травки, заварил в горшке и непрерывно следил, чтобы пар от них согревал голову. Понятно, что ресурсы человеческого организма ограничены, и Бэкону нужен был сон. А слуга Майлз, которому поручили контролировать процесс, тихонько наигрывал на музыкальных инструментах, чтобы не уснуть, и следил за головой. И тут она внезапно ожила и молвила: «Время есть». Время было. Время прошло. После чего изящно взорвалась. История подробно описана в книге «Славная история брата Бэкона», в которой он рассказал о совершенных им удивительных вещах. Затем последовал ужасный шум со странными вспышками огня, так что Майлз был полумертв от страха. Он выронил скрипку и упал на колени, и комната наполнилась дымом. Услышав шум, оба монаха проснулись, бросились в келью и увидели, что Майлз бьет себя в грудь и кричит, а на полу лежит медная голова, вся в дыму. Когда дым рассеялся, они увидели, что медная голова лежит на земле разбитая. При виде этого зрелища они опечалились и обратились к Майлзу за объяснениями. Майлз, полумертвый от страха, сказал, что голова уничтожилась сама собой. Монах Бэкон спросил его, не говорила ли она. «Да», — сказал Майлз, — «она говорила, но без всякой цели. У вас есть попугай, говорящий лучше в то время, когда вы учили эту наглую голову». Огласке она была предана только через 300 лет после смерти Бэкона. Естественно, точно не узнать, что в ней правда, а что вымысел, и что за алхимические травки использовались для окуривания, и какой эффект они давали. Но при жизни о монахе болтали всякое, что он колдун, чернокнижник, сильный маг, сумевший подчинить сильные и злобные потусторонние сущности. Эти слухи упомянуты сразу в нескольких источниках, среди которых даже пьеса Роберта Грина «Монах Бэкон» и «Монах Бангей». Впрочем, мы можем только строить догадки и предположения о силе, способностях и умениях поклонников оккультизма, в число которых входил и Бэкон. А как бы вы объяснили историю о медной голове, озвучивающей пророчество? 17. Проклятие долины утраченных жизней. Долина Тургвилла во Франции при всей завораживающей красоте этого места зовется местными проклятой. Еще одно местечковое название – 18 долин. И люди стараются обходить стороной этот чарующий уголок природы. В окружении 11 пиков Пиренейских гор раскинулось озеро Алет, воды которого поражают чистотой и прозрачностью. Казалось бы, идеальное место для развития туризма.
Но здесь исчезло уже немало людей, которые словно без следа растворяются в кристальных водах водоема. Древняя легенда гласит, что их забрали странные порождения бездны, волки с головами красивых женщин. Еще одно предание повествует о сильных колдунах, населявших побережье. Отдельные пропавшие вырывались и возвращались домой из аномальной зоны, но несли откровенную чушь по поводу своего пребывания там и вскоре лишались рассудка. Молодость или старость. В 1998 году от группы отстал геолог Поль Леблан. Товарищи несколько дней искали мужчину, но не помогла даже помощь полиции и задействование вертолета. Спустя пару месяцев в городке Гузи-Нейш объявился человек, заявивший, что он и есть тот самый Леблан. Занимался некоторое время археологией, а потом решил посвятить себя церкви. После получения соответствующего образования возглавил приход в горной деревне и истово молился вместе с ее жителями, чтобы волки с человеческими головами оставили их в покое и ушли из этих мест навсегда. Поля посчитали сумасшедшим. Его забрали родители и увезли в Бельгию, где следы попаданца потерялись. Новоиспеченный сыровар. Молодость, друзья, прекрасная погода, что еще нужно для пикника? И группа молодых людей отправилась в долину Тургвилла, несмотря на увещевание владельца отеля не ехать. После купания обнаружили, что исчез один из парней Жозеф Шартье. Поиски ничего не дали, даже с привлечением спасателей. Но ситуация повторилась примерно так же, как и в случае с Полем. Спустя некоторое время случайный автомобилист обнаружил парня на обочине. Тот находился в нестабильном состоянии. Пару дней Жозеф вообще молчал. А потом рассказал, что его имя Луи, а по профессии он сыровар. Жил и работал в прибрежной деревеньке, делал хороший сыр, который у него забирали мужчины отталкивающей наружности. Вскоре Шартье стал пациентом психиатрической лечебницы. Реки времен. В настоящее время предпринимаются попытки изучения аномальной зоны долины. Особых результатов они пока не дали. Есть предположение, что периодически в окрестностях открывается временной портал, через который человека затягивает в параллельную реальность. Возможно, речь идет о временном потоке. Если человек погружается в него не очень глубоко, то вскоре выплывает обратно. Более глубокое погружение – это долгое отсутствие или безвозвратная потеря. Возможно, что когда-нибудь у людей получится разгадать тайну такого пространства, и мы научимся без ущерба перемещаться меж мирами. И принимать гостей, среди которых обязательно должны быть не только злобные волки с человеческими головами, но и какие-то добрые и светлые существа. 18. Секрет, который в древних текстах зашифровали буддийские монахи. Буддизм – одна из самых древних религий. Существует множество артефактов, благодаря которым мы можем восстановить историю этой религии, ее ценности и особенности. Одним из таких артефактов считается собрание текстов Трипитака Кориана. В нем собраны все знания о буддизме, которые накапливались десятилетиями. Это не копии уже существующих текстов, это оригинал, который дает полную картину знаний о буддизме. Священные тексты. На Корейском полуострове есть монастырь Хэйнса, который очень важен для всей азиатской культуры. Это место примечательно не только своей красотой и спокойствием, которое обретают тут люди, но и тем, что здесь хранятся совершенно уникальные тексты. Это собрание копилось несколько веков. Здесь описаны все каноны буддизма, и другого такого же полного собрания просто нет. Все эти тексты хранятся на глиняных табличках. Их больше 80 тысяч. Иногда из-за этого собрания текстов называют 80-тысячной Трипитакой. Все эти тексты делятся на тома, которых больше 6 тысяч. Высота каждой такой таблички 25 сантиметров, а ширина около 70. Можно сказать, что в этих текстах хранится вся мудрость древних людей, и потребовалось большое количество времени, чтобы изучить это наследие. Сейчас таблички тщательно охраняются, но у туристов есть возможность увидеть эти тексты вживую.
Храм, в котором хранятся тексты, открыт для путешественников. Утраченные знания. К сожалению, собрание текстов было почти полностью уничтожено во время нашествия монголов. Все таблички сильно пострадали, но они были настолько важной частью культуры, что правящая династия поручила восстановить все записи. Такая кропотливая и аккуратная работа заняла больше 10 лет. В конечном итоге все тексты удалось восстановить. Таблички старались сделать максимально похожими на те, которые были утрачены. К примеру, первые таблички делались из белых берез и вишневых деревьев, и эти же сорта древесины были использованы при восстановлении. К тому же, ради сохранности текстов дощечки обрамляли рамками, и это сработало. Спустя почти 1000 лет после того, как эти таблички были сделаны, они находятся в прекрасном состоянии, а текст на них можно без проблем прочесть. Таблички покрывали ядовитым лаком, чтобы насекомые не испортили их. Особый монастырь. Такое собрание требует особых условий хранения, и ради того, чтобы донести до потомков мудрость, записанную на этих табличках, при монастыре было построено особое здание, где сейчас находятся таблички. Это здание состоит из 4 залов, которые в свою очередь разделены на несколько кабинетов. Залы построены так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на таблички, а сами стены и крыша сделаны из глины, чтобы влажность не повредила тексты. От ветра защищают как горы, которые окружают монастырь, так и плотные стены. Соблюдение всех этих правил позволяет обращаться к табличкам в любое нужное время. Их спокойно можно сейчас достать с полки и изучить, поскольку умельцы, занимавшиеся восстановлением почти 1000 лет назад, смогли сделать таблички такими, чтобы они сохраняли знания даже спустя многие столетия. 19. Одержимая из Амхерста. Загадочная история Эстер Кокс. Случай 1878 года стал одним из самых ярких случаев преследования человека полтергейстом. История приключилась с жительницей канадского города Амхерст, Эстер Кокс. Эстер была благопристойной юной леди, которая не была замечена в оккультизме, колдовстве или чем-то подобном. Девушка жила с 2 сестрами, Дженни и Олив. В доме также проживали муж Олив, Дэниэль Тит, и 2 детей супружеской пары. В 1878 году в жизни Эстер приключилась любовь. 18-летняя девушка влюбилась в сапожника Боба Макнила. Но тот, видя отношение девушки, продемонстрировал далеко не поведение джентльмена, вывез ее в лес и совершил непоправимое. В результате психика несчастной пошатнулась из-за предательства. Она постоянно рыдала, находилась в подавленном настроении и все глубже погружалась в пучину депрессии. Родные успокаивали ее как могли. Вскоре после начала упаднического настроения несчастной влюбленной в доме начала твориться чертовщина, которую наблюдали все домочадцы. Шаги, стоны, скребущие звуки, размытые тени. Однажды Эстер и Дженни ложились спать и увидели, как в их кровати под одеялом четко ползет какое-то животное, напоминающее по очертаниям гигантского червя. Кошек и других питомцев в доме не было, и сестры начали вопить от ужаса. На следующий день все повторилось. А когда из-под кровати извлекли коробку с обрезками ткани, из которой раздавались звуки, она подпрыгнула и всю комнату засыпала лоскутами. Это списали на проделки мышей. Вскоре Эстер заболела. По признакам это была лихорадка, но прибежавшие на крики родные увидели, как она на глазах краснеет и отекает. Затем несчастная упала на пол и начала биться в конвульсиях. Затем все прошло, и больная погрузилась в сон, похожий на летаргический, и проспала 3 дня. Когда очнулась, то на нее опять напало что-то невидимое. Приступ закончился после повторения красноты, отека, повышения температуры, и Эстер снова погрузилась в сон, напоминающий транс. Вызванный на помощь доктор Каритте и сам стал очевидцем странностей. Нечто выхватило подушку из-под головы больной и швырнуло ее на пол. Затем раздался громкий крик, топот и скрежет. Испуганный доктор сперва подумал, что его разыгрывают.
и любой другой бы уже бежал из проклятого дома, сверкая пятками. Но Каритте остался с больной. На следующий день к странностям добавились новые, переместившийся сам по себе шкаф, закипевшая в стакане холодная вода, летающие по воздуху предметы. На глазах окружающих на теле больной появлялись пятна от щипков и царапины. Затем раны стали еще более серьезными, как от уколов булавкой. Измученная Эстер попыталась найти спасение в стенах церкви, но ее скрутило в припадке прямо на скамье. Прихожане решили, что это проявление одержимости дьяволом. Когда Эстер временно переехала после заражения дифтерией, чтобы не заразить родных, странности в доме прекратились, но возобновились с новой силой после возвращения. С потолка сыпались горящие спички, а лопнувшая печь чуть не стала причиной пожара. Потом Эстер начала видеть призрака, выдвигавшего странные и порой абсурдные требования и угрожавшего ей. Затем в город прибыл Уолтер Хаббл, актер, страстью которого было увлечение изучением психических заболеваний. Как и Каритте, он несколько недель прожил в доме, наблюдая за мучениями несчастной Кокс. Хаббл попытался завязать с духом диалог и спросил, как того зовут. Имена каждый раз назывались разные – Мэгги Фишер, Бобби Никол, Питер Кокс, Джейн Никол или Элиза Макнил. Но все эти люди были умершими родными семейства. Призрак давал правильные ответы на вопросы, предполагавшие не только ответы «да» и «нет», но и точные, к примеру, «Сколько монет в моем кармане?». Хаббл был настолько впечатлен, что предложил Эстер организовать свое шоу и ездить с представлениями по стране. Она согласилась, но уже скоро незадачливые бизнесмены вернулись. После нескольких представлений публика закидала Эстер яйцами, обвинив в шарлатанстве. Но даже после короткого тура преследующий женщину дух стал слабее и реже себя проявлял. Аномальные случаи происходили все реже и реже, пока полностью не исчезли. Женщина ушла из жизни по естественным причинам в возрасте 52 лет. Но объяснить истинных причин того, что творилось с Кокс, так никто и не смог. 20. Загадочная история королевских регалий Ирландии, пропавших без следа более века назад. Королевскими регалиями Ирландии называли алмазную звезду и орден, которые когда-то хранились в Дублинском замке. Официально это были драгоценности блистательнейшего ордена Святого Патрика. Но после кражи газеты окрестили их королевскими регалиями Ирландии. Драгоценности. Блистательнейший орден Святого Патрика, возглавляемый монархом Великобритании, состоял в основном из ирландской знати. Члены ордена должны были поддерживать юнионизм и быть сторонниками монархии. Одна драгоценность представляла собой восьмиконечную звезду с бразильскими бриллиантами. Другой был серебряный орден, украшенный бриллиантами, изумрудами и рубинами. Вместе они оценивались примерно в 3–4,5 миллиона долларов в пересчете на современные деньги. Регалии были изготовлены в 1831 году и включали 394 драгоценных камня королевы Шарлотты, матери короля Вильгельма IV. Драгоценности надевал монарх на церемонии принятия в орден новых рыцарей. Без них церемония попросту не могла состояться. Хранитель драгоценностей. В начале 1900-х годов за сохранность регалий отвечал сэр Артур Викарс, гербовый король Ольстера. В его обязанности входило руководство герольдами, надзор за составлением гербов и генеалогических деревьев, и, конечно же, охрана королевских регалий. Иногда драгоценности лежали в сейфе у ювелиров Уэст-Энд Сан, но в основном их хранили в башне Бирмингем в Дублинском замке. Новый дом бесценных регалий. Примерно в 1901 году было принято решение перевести драгоценности в башню Бетфорд, где для них должны были создать специальную сокровищницу. Однако, когда в 1903 году пришло время переносить сейф, он оказался слишком большим для дверного проема.
сносить стены было немыслимо, а покупка сейфа поменьше влекла бы за собой множество бюрократической волокиты. Вместо этого Викарс постановил, что драгоценности должны храниться в соседней библиотеке с часовым за дверью. Сейф был тяжелым и защищенным от взлома, поэтому риск считался минимальным. Однако библиотека была также залом ожидания перед кабинетом Викарса, поэтому люди постоянно входили и уходили. В помещении было несколько дверей, но только один часовой, который не мог видеть сейф с того места, где он стоял. Всего от двери кабинета гербового короля было 7 ключей: у Викарса, у часового Стиви, у уборщицы миссис Фаррелл и других сотрудников в здании. Еще было 4 ключа от внешнего хранилища, а также 2 ключа от самого сейфа, оба были у Викарса. Один он всегда держал при себе, а другой запирал дома. Хронология. В течение июня и июля 1907 года прозвучало несколько тревожных звоночков, которые Викарс предпочел проигнорировать, что позже выставило его в особенно плохом свете. Хронология выглядела примерно так. 28 июня Викарс обнаруживает, что его ключ от двери в башню пропал, и дежурному часовому приходится впустить его. 3 июля миссис Фаррелл приходит убраться и обнаруживает, что входная дверь не заперта. Она рассказывает об этом Викарсу, который не предпринимает никаких действий. 6 июля миссис Фаррелл обнаруживает, что дверь в хранилище не заперта, а ключи все еще находятся в двери. Она пишет записку часовому Стиви, который затем сообщает об этом Викарсу, но тот снова ничего не делает. 6 июля позднее одна из золотых рыцарских цепей, которые обычно хранились в сейфе вместе с королевскими регалиями, возвращается из Уэст-Энд Сан после ремонта. Викарс дает Стиви ключ от сейфа и приказывает ему положить туда цепь. Когда Стиви заходит, чтобы открыть сейф, он обнаруживает, что тот уже открыт, а драгоценности пропали. В сейфе осталась только лента, которая крепилась к ордену. Что не так с лентой? Логично предположить, что вор в спешке сорвал орден и бросил ленту, но улики указывали на другое развитие событий. Орден крепился к ленте с помощью крючка с 2 крошечными винтами. Винты не были сломаны, что указывает на то, что вор не спешил. Викарс предположил, что на откручивание винтов ушло бы около 10 минут. Вдобавок бумага и ткань в шкатулках были аккуратно сложены, не похоже, что вор торопился. Дублинская полиция заходит в тупик. Точно известно, что драгоценности еще находились в сейфе 11 июня, поскольку Викарс показывал их посетителю. Это значит, что их могли украсть в течение почти месяца. Помимо королевских регалий, были украдены некоторые фамильные драгоценности, принадлежащие Викарсу, и рыцарские цепи. Полиция Дублина установила, что двери не были взломаны, значит, у кого-то был ключ. А поскольку все ключи были на месте, то это могла быть копия. Но на то, чтобы сделать профессиональную копию, уходит пара дней, а ключи не пропадали, если только не задумываться о том, почему Викарс не смог попасть в здание 28 июня. На замках не было никаких отметок, которые указывали бы на использование наспех скопированного ключа. Но как вор получил доступ к сейфу, если оба ключа были только у викария и не пропадали? За дело берется Скотланд-Ярд. Когда дублинская полиция зашла в тупик, 12 июля за дело взялся Скотланд-Ярд. Руководивший расследованием инспектор Джон Кейн счел, что кражу совершил кто-то из сотрудников, и включил в свой отчет список подозреваемых. Никто так и не узнал, что было в его отчете, поскольку Кейн с командой были вынуждены вернуться обратно в Лондон. А расследование, кажется, совершенно не сдвинулось с мертвой точки. Король Эдуард VII был в ярости, поскольку он и королева в то время должны были посетить Ирландскую международную выставку. Во время визита он был вынужден отменить принятие в орден Святого Патрика, второго барона Каслтауна, потому что церемония не могла состояться без драгоценностей. Кража была особенно унизительна для короля, поскольку политическая ситуация в Ирландии в то время была и без того нестабильной.
Список подозреваемых. Хотя ответственным за сохранность драгоценностей был Викарс, с регалиями было связано несколько почетных должностей, что расширило список подозреваемых за пределы тех, у кого были ключи от башни. Первым в списке и главным подозреваемым во многих теориях был Фрэнсис Шеклтон, брат исследователя Эрнеста Шеклтона. Он был обаятельным человеком, любившим светскую жизнь, и останавливался в доме Викарса, когда оказывался в Дублине по работе. Более того, согласно Atlas Obscura, он платил Викарсу половину арендной платы. Однако Шеклтон был нетрадиционной ориентации, что в то время было незаконным, и общался с другими открытыми лицами нетрадиционной ориентации, что позже добавило масла в огонь слухов о том, что именно он был в ответе за кражу. Шеклтона обвинил Викарс, однако инспектор Кейн отрицал, что внес его в список подозреваемых в отчете. Популярная теория гласит, что один из предполагаемых партнеров Шеклтона, капитан Ричард Ховард Горджес, совершил преступление, когда Шеклтон находился за пределами страны, чтобы обеспечить себе алиби. Согласно теории, учитывая количество военных в замке, хорошо всем знакомый Горджес не вызвал бы подозрений. Среди подозреваемых также был Пирс Ган Омахони, занимавший пост Герольда Корка. Викарс был его дядей. Поскольку Викарс помог Пирсу получить эту должность, молодой человек был чрезвычайно ему предан. Также в его распоряжении был один из ключей от двери хранилища. Еще одним подозреваемым был Фрэнсис Беннет Голдни, которого назначили последователем Атлона в мае 1907 года, за 2 месяца до кражи. В какой-то момент газета London Mail предположила, что ключ взяла любовница Викарса, которая затем забрала драгоценности и сбежала. Викарс подал в суд за клевету, и газета была вынуждена признать, что у статьи не было доказательств, а женщины и вовсе не существовало. Вознаграждение, спиритические сеансы и кладбища. За информацию, которая могла бы привести к возвращению драгоценностей, было назначено вознаграждение, после чего поступило множество наводок, которые ни к чему не привели. Даже сэр Артур Конан Дойл, дальний родственник Викарса, вызвался помочь. Считается, что именно этим событием вдохновлялся писатель, когда работал над рассказом «Чертежи Брюса Партингтона». Свои услуги предлагали и экстрасенсы. Викарс попросил Фрэнсиса Шеклтона нанять одного из них, когда одна женщина написала ему о видениях своей дочери, связанных с кражей. Экстрасенс сказала, что драгоценности спрятали на кладбище. Викарс и другие отправились раскапывать участки кладбищ, которые соответствовали описанию женщины, но им не удалось обнаружить регалии. Викарс не признал вину. Викарса обвинили в произошедшем и потребовали, чтобы он ушел в отставку, но он отказался. Он утверждал, что вина лежит на совете по работам, который отвечал за ремонт комнаты и, соответственно, просчитался с дверями. Викарс считал, что его сделали козлом отпущения и оклеветали, и поэтому потребовал от Королевской комиссии провести судебное разбирательство, чтобы он мог вызвать свидетелей и оправдать себя. В итоге этим делом занялась комиссия вице-короля, поэтому на слушании не было ни зрителей, ни прессы, ни свидетелей. Акцент был на том, как он выполнял свои обязанности, а не на самом преступлении. Викарс и его адвокаты покинули заседание, и в его отсутствие его признали виновным в халатности и уволили. Важно отметить, что в 1905 году Викарс переписал некоторые законодательные акты, согласно которым сейф всегда должен находиться в хранилище. Храня сейф так долго в библиотеке, он нарушил правила, которые сам же и написал. Несмотря на увольнение, Викарсу предложили полную пенсию, если он перестанет добиваться публичного слушания дела. Он отказался. Версия с горячительным напитком. Если ирландскую прессу еще могли заставить молчать о краже, ирландско-американскую прессу было не остановить. Издание Gaelic American опубликовало статью о оргиях в Дублинском замке и назвало Шеклтона и его друзей людьми, подозреваемыми в неслыханных и отвратительных преступлениях. Омахони обратился за помощью к знакомым влиятельным людям, но ему отказали на том основании,
что Викарс дружил с Шеклтоном, и его репутация была запятнана. Так что Омахани встретился с издателем газеты и предложил свою версию событий. Он настаивал на том, что в замке не бывало разгульных мероприятий, но там устраивали посиделки с горячительными напитками. И Викарс, который не умел пить, часто оказывался в отключке. Омахани предположил, что его друзья, должно быть, взяли ключи, когда он был в бессознательном состоянии, а затем в шутку вынесли драгоценности. Викарсу должны были потом прислать посылку с драгоценностями, и на этом розыгрыш бы завершился, учитывая, что на веб-сайте Дублинского замка говорится, что такого рода розыгрыши и раньше устраивал лорд Хадда. В этой идее может быть доля правды. Говорят, что также был случай, когда Викарс напился, его друзья взяли ключ, открыли сейф и положили украшения на его пьяное тело, так что он проснулся весь в королевском блеске. Теорий. С годами появилось множество теорий относительно того, что могло случиться с драгоценностями, и Шеклтон фигурирует сразу в нескольких. Согласно одной из них, он украл драгоценности, потому что был разорен. Хотя у него было алиби на тот день, когда обнаружили пропажу, вполне возможно, что он украл их раньше, поскольку никто не видел драгоценности с 11 июня. Он также мог действовать через Горджеса. Другая версия гласит, что Шеклтона шантажировали его образом жизни. Он был вынужден добыть ключ, а шантажист сделал все остальное. В любом из этих случаев результаты расследования не стали бы разглашать, потому что раскрытие нетрадиционной ориентации Шеклтона было бы национальным скандалом. Согласно еще одной теории, драгоценности украли юнионисты, чтобы поставить в неловкое положение короля или лорда Абердина, который раньше носил драгоценности во время государственных мероприятий как следующий по старшинству в ордене после короля. Однако была еще одна теория, которая появилась спустя годы после смерти одного из участников. Плачевный конец для всех вовлеченных. Тайну так и не удалось раскрыть, а преступник так и не был пойман, но почти всех подозреваемых ждал плачевный, а в некоторых случаях позорный конец. В 1921 году Артура Викарса застрелили члены Ирландской республиканской партии за то, что предлагал еду и кров британским солдатам, патрулировавшим сельскую местность. В 1914 году Пирс Омахани отправился на чаепитие, намереваясь во время переправы через реку подстрелить диких птиц. На следующий день его нашли в лодке с огнестрельным ранением в грудь. После объявления банкротства Шеклтон был признан виновным в мошенничестве за попытку незаконно обналичить чек вдовы. За этим последовало обвинение в попытке украсть тысячи у его друга лорда Рональда Гауэра. Шеклтон жил со своей сестрой и умер без гроша в кармане. Смерть Фрэнсиса Беннета Голдни была самой шокирующей из всех. Он погиб в 1918 году в автокатастрофе во Франции. Однако мир потрясло то, что после его смерти в его доме обнаружили украденные ценные рукописи и картины. Когда выяснилось, что он был вором, многие задумались о том, не он ли стоял за кражей королевских регалий. Кража остается загадкой. Споры о том, что произошло на самом деле, будут продолжаться до тех пор, пока королевские регалии Ирландии не найдут. В 1983 году, когда проводился ремонт башни, главный Герольд Ирландии лично контролировал демонтаж стен и пола по всему зданию, из расчета, что драгоценности вовсе не крали, а просто спрятали. К сожалению, поиск ничего не дал, и мир до сих пор не узнал правду. 21. Умышленно забытая историками пирамида Бомарца. Это загадочное мегалитическое сооружение находится в лесах Бомарца в регионе Лацио, Италия, и случайно обнаружено еще в 1911 году, но археологи того времени не придали ему особого значения. Не исследовали, и оно было забыто почти на столетие. Только в 2008 году, когда местный житель по имени Сальваторе Фоши решил очистить от зарослей растительности прилегающий участок, он обнаружил древние ступени, вырубленные в гигантском, полностью покрытом густой растительностью камне. На первый взгляд,
Этот наклонный каменный памятник напоминает артефакты майя из джунглей Белиза и Мексики. Хотя его название предполагает форму пирамиды, такой как египетская, технически это не пирамида. Камень обратно триангулирован только с одной стороны, в то время как остальная часть алтаря имеет квази-прямые углы. Строители вырезали таинственный мегалит из огромной серой скалы вулканического туфа или пеперина. Его длина составляет около 17 метров, 8 метров в самом широком месте и 10 метров в высоту. 3 крутые лестницы покрывают переднюю поверхность. Вдоль углового края также есть отчетливый канал, который разделяется на 2 канала, ведущих на дно скалы. Определенно, это одна из самых необычных пирамид мира. Но несмотря на то, что пирамида попала в новости, историки по-прежнему не проявляют к ней интереса, просто не зная, к какой исторической эпохе ее отнести. Сооружение по своей конструкции и форме не вписывается во вроде бы отлаженную древнюю историю Италии. Официально принятое с огромной натяжкой предположение – это древний алтарь этрусской эпохи. И все, и никаких исследований. Именно эта причина и была виной, так сказать, консервации находки в 1911 году. Но в наши дни забыть артефакт не дает всемирная сеть и многочисленные СМИ. Поэтому и было принято решение отнести мегалит к этрусской эпохе. 22. На аргентинском пшеничном поле появился загадочный рисунок. В Аргентине, в провинции Санта-Фе, произошел случай, который поставил в тупик местных фермеров и вызвал волну интереса у исследователей аномальных явлений. При подготовке к уборке урожая владелец поля Рауль Замер и его команда обнаружили на пшеничном поле загадочный узор, серию идеально ровных линий, образующих сложную фигуру, видимую только с воздуха. Что делает эту находку уникальной, так это не просто геометрический рисунок, а физическое состояние растений в зоне узора. Первое – обмолоченные колосья. В отличие от простого примятого зерна, пшеница в пределах линий была точно обмолочена, зерна полностью отделены от колосьев, причем сами зерна исчезли. Второе – отсутствие следов. На поле не обнаружено никаких следов техники, людей или животных. Периметр поля не поврежден, нет признаков проникновения. Третье – прецизионная точность. Линии рисунка выполнены с необычайной точностью, без единого лишнего изгиба. 23. В Австралии обнаружена новая пчела Люцифер с рогами, похожими на дьявольские. Ученые-энтомологи совершили открытие, которое кажется пришедшим из средневековых бестиариев. В древних тропических лесах Австралии обнаружен новый, невероятно редкий вид пчелы, самки которого украшены парой острых хитиновых выростов, напоминающих миниатюрные рога. За этот демонический аксессуар насекомое сразу же получило неофициальное прозвище «пчела Люцифер». Официальное научное название нового вида – Leiophractus zephyrus. Несмотря на грозный вид, эти рога, скорее всего, не являются оружием. Ученые предполагают, что они выполняют совершенно иную, возможно, сенсорную функцию, помогая пчеле ориентироваться в тесном пространстве цветков или в подстилке леса, где она обитает. Само обнаружение этой пчелы стало сенсацией. Вид был найден в одном из самых древних и нетронутых уголков планеты, в тропических лесах национального парка Эунгела в Квинсленде. Эта местность, известная как небольшой остров в небе из-за своего высокогорного положения и облачных лесов, является природным заповедником, где сохранились уникальные виды, не встречающиеся больше нигде в мире. Факт, что такой необычный и крупный вид пчел оставался неизвестным науке до сих пор, красноречиво говорит о том, насколько мало мы еще знаем о биоразнообразии нашей планеты и как много тайн могут скрывать последние нетронутые человеком экосистемы. 24. 9-тонный гигант. Обнаружен новый вид динозавра с утиной мордой. Палеонтологи изучили кости динозавра, около 100 лет пролежавшие в музейных запасниках, и пришли к выводу: они принадлежат совершенно новому виду. Он получил название Ахшесилурус вуймани.
Древний ящер обитал на территории современного Нью-Мексико, США, около 75 миллионов лет назад, в поздний меловой период. В те времена этот регион представлял собой теплую прибрежную равнину, изрезанную реками. История этой находки напоминает детектив. Окаменелости обнаружили еще в 1916 году в пустыне Ашис-Лепа, но все это время хранились в музее под другим названием – Критосурус навайвиус. Тщательное повторное исследование костей черепа и шеи показало, что это ошибка. Ученые обратили внимание на уникальное строение челюсти и свода черепа, что и позволило идентифицировать новый вид. Ахшислезавр относится к семейству гадрозаврид, растительноядных динозавров с широкими, похожими на утиные, мордами. В отличие от некоторых своих родственников, у него не было высокого гребня на голове, его профиль был плоским. Судя по найденным останкам, это было огромное животное длиной более 10 метров и весом около 9 тонн. Гадрозавры были одними из самых распространенных крупных травоядных того периода. Они паслись большими стадами в речных долинах на протяжении миллионов лет. 25. Загадка древних следов. Переосмысление парадигм. Международная команда ученых из Зинкенбергского центра эволюции человека и палеосреды вновь взялась за анализ старинных окаменелых следов, обнаруженных в Греции. Предыдущие исследования датировали их возраст в 5,8 миллиона лет, но ученые были недовольны этой оценкой, считая ее основанной на несовершенных методах. Используя самые современные технологии, исследователи пришли к поразительной новой дате – 6,5 миллиона лет. Это открытие вызывает еще больше вопросов и сомнений. В те времена Крит был частью материковой территории, и найденные следы предполагают, что первые гоминиды могли обитать не только в Африке, но и в Юго-Восточной Европе. Таким образом, теория африканского происхождения человека оказалась под вопросом. А как считаете вы, где на самом деле простилается колыбель человечества? На этом я бы хотел закончить это видео с 25 тайнами мира, которые наука пока не может объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Загадочное существо или просто причудливый корень. Недавно в сети интернет появились фотографии, которые разлетелись по всем социальным сетям. Сделала их пенсионерка, которая убиралась в огороде, в какой стране неизвестно, и нашла странный корень или гриб, сфотографировала его и показала внуку. Вот с этого все и началось. Внук пенсионерки, недолго думая, опубликовал фотографии на сайте Reddit и вызвал бурю обсуждений. Люди сразу же разделились на несколько лагерей и начали спорить. Одни приняли этот корень за неизвестное существо, другие считают, что это мистификация, а кто-то даже предположил, что это глиняная статуэтка. В общем, споры не умолкают ни на минуту. Напишите и вы свое мнение в комментариях, как вы считаете, это просто корень, мистификация или же действительно неизвестное существо. Вот такими у нас получились 25 тайн мира, которые наука пока не может объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом.
Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.